Что скрывает правительство США в области контактов с инопланетными цивилизациями? Какие конспирологические теории существуют и что изучали ученые в Зоне 51? Я собрал для вас факты, заявления политиков и правительства, а также подтвержденные видеозаписи, которые однозначно указывают, что в США прекрасно осведомлены, что мы в этой вселенной не одни. Итак, начнем по порядку. Конспирологические теории о том, что правительство США скрывает информацию о НЛО и контактах с инопланетянами, циркулируют с середины 20 века и являются одними из самых популярных в мире. Одна из наиболее обсуждаемых идей утверждает, что сразу после якобы крушения НЛО в Розуэлле в 1947 году правительство начало масштабную операцию по сокрытию всех фактов, связанных с внеземными технологиями и существами. Версия гласит, что обломки корабля и тела пришельцев были изъяты и тайно изучены в специальных правительственных лабораториях, таких как Зона 51 в Неваде, которая стала символом секретности и местом многочисленных видений НЛО. Кстати, в конце я подробнее расскажу, чем реально занимаются на этой базе. Другая популярная теория утверждает, что правительство США заключило секретные соглашения с инопланетными цивилизациями. Эти соглашения, по слухам, включали обмен технологиями на разрешение экспериментов над людьми. Эта идея часто связывается с так называемыми Majestic-12, якобы секретной группой, сформированной правительством США для управления вопросами, связанными с НЛО и внеземной жизнью. Теории также утверждают, что множество технологических прорывов, включая фиброоптику, микрочипы и даже кевлар, были разработаны благодаря обратному инжинирингу инопланетных артефактов. Сторонники этих идей указывают на необъяснимо быстрый рост технологического прогресса в середине 20 века, как на доказательство своих слов. Со временем подобные конспирологические версии только умножаются, особенно после признания Пентагоном существования программы для изучения аномальных воздушных явлений и публикации видео с встречами военных с НЛО. И да, это не шутка. «26 июня 2023 года в стенах американского Конгресса прозвучали заявления, которые навсегда перевернули мир. На слушаниях, вызвавших повышенное внимание общественности и СМИ, выступил бывший агент разведки Дэвид Граш вместе с двумя экс-пилотами вооруженных сил. Они поделились своими потрясающими историями о встречах с неопознанными летающими объектами, которые, по их мнению, могли быть созданы не на Земле. Такие заявления вызвали широкий резонанс. Граш утверждал, что американское правительство не только сталкивалось с подобными объектами, но и сумело заполучить их обломки, а также тела существ, якобы извлеченных из этих объектов. Как можно объяснить наличие таких артефактов? Этот вопрос витал в воздухе, но подробности были окутаны мраком секретности, на который ссылались власти. Дэвид Граш подчеркнул, что его знания основаны на многолетнем анализе аномальных явлений в рамках специализированной программы Министерства обороны США. Он упомянул, что, несмотря на свою прежнюю должность, ему был закрыт доступ к некоторым аспектам этой программы, что только подогревало слухи и догадки. Граш выразил уверенность в том, что государство не только ведет систематический сбор информации об инопланетных технологиях, но и делает все возможное, чтобы держать это в тайне от общественности. Еще более тревожной была его заметка о том, что люди, решившие публично говорить о своих встречах с НЛО, иногда сталкиваются с преследованиями и даже угрозами безопасности. Когда журналисты спросили Граша, боится ли он за свою жизнь после таких откровений, он с грустью признал: «Да, определенно». Это признание лишь усилило общее напряжение и интерес к его словам. Ответ Белого дома на заявление Дэвида Граша не заставил себя долго ждать. Джон Кирби, представитель президентской администрации, подтвердил, что тема НЛО воспринимается на самом высоком уровне с нешуточной серьезностью. Кирби рассказал, что для более глубокого понимания и анализа аномальных явлений администрация президента направила значительные усилия на создание и функционирование АРО – Управления по разрешению аномалий во всех областях. Это решение подчеркивает, что вопросы, связанные с НЛО, не являются маргинальными, а требуют полного внимания и систематического изучения. Кирби также добавил, что президент лично заинтересован в том, чтобы информация о неопознанных летающих объектах не только аккуратно каталогизировалась, но и подвергалась тщательному анализу. Представляете?
Эти действия свидетельствуют о желании не просто собрать данные, но и добиться прогресса в понимании природы и происхождения этих явлений. И трудно поверить, что вопросами инопланетной жизни занялись только сейчас. Ведь даже НАСА выкладывали кадры инцидента на Международной космической станции во время выхода астронавтов в открытый космос. Неопознанный объект в форме вытянутой линии, который появился за спиной у одного из астронавтов, заставил многих задуматься о его происхождении. Опубликованное видео вызвало бурное обсуждение в интернете, где мнения разделились между теми, кто считает это космическим кораблем, и теми, кто видит в нем лишь блик на линзе. Особенно интригует тот факт, что НАСА решила опубликовать это видео, не сопроводив его какими-либо комментариями или разъяснениями. Это могло бы быть попыткой агентства поддержать открытый диалог и показать прозрачность в своей работе, позволяя общественности самостоятельно интерпретировать наблюдаемые явления. Или они так хотели спровоцировать правительство, чтобы те перестали скрывать подобные встречи с НЛО. В 2022 году Пентагон основал Управление по разрешению аномалий во всех областях, а НАСА запустила независимый проект, в котором 16 экспертов из разных сфер космоса исследовали, как можно более эффективно подходить к изучению НЛО. Главная цель этого исследования – подготовка к будущим задачам, а не анализ уже имеющихся данных о наблюдениях. В апреле текущего года директор этого управления, Шон Киркпатрик, выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые случаи появления НЛО так и остаются без объяснения, намекая на возможное участие иностранных сил. По его словам, общее число зарегистрированных случаев НЛО достигло 650. Киркпатрик анонсировал, что уже этим летом планируется публикация отчета о работе управления по этой актуальной теме. Представляете? Получается, правительство США официально признает несколько сотен случаев появления НЛО. Безумие, да? Но после того, как у каждого в кармане появился смартфон с отличной камерой, действительно глупо отрицать очевидное. Инцидент в аэропорту Майами тоже вызвал немало споров и дискуссий. Однажды пассажиры и сотрудники аэропорта стали свидетелями появления необычного явления в небе – синего светящегося шара. Это событие было зафиксировано на видео множеством людей, и анализ показал, что видео было подлинным. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, но официальные органы поступили, как обычно в таких случаях, начали умалчивать детали и избегать комментариев для прессы. Этот молчаливый ответ правительства только усилил общественное любопытство и породил множество теорий заговора. Что это было на самом деле? Ракета, неизвестное космическое явление или что-то иное? Обсуждения продолжаются, но ответы остаются неизвестными. Вот так рухнет что-то тебе на машину, а ты потом ходи доказывай, пока все делают вид, что ничего не произошло. Или вот что делать, если вы попали в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Ну и куда без самой секретной американской базы? Зона 51, скрытая в пустыне Невада, давно стала легендой среди любителей всего таинственного и необъяснимого. Официально являясь частью воздушной базы сил США Неллис, она прославилась не столько своими военными испытаниями, сколько многочисленными упоминаниями в контексте НЛО и инопланетян. С момента ее основания в 1950-х, где первоначально тестировались авиационные технологии высокой скрытности, включая разведывательные самолеты У-2, Зона 51 превратилась в символ американской военной тайны. Особенно много вопросов вызвали заявления Роберта Лазара в 1989 году, который утверждал, что работал в секретном секторе базы С-4. Лазар описал, как занимался обратным инжинирингом захваченных инопланетных космических кораблей, и даже утверждал, что видел инопланетные формы жизни. Эти утверждения стали катализатором для множества теорий заговора.
согласно которым американское правительство скрывает информацию о встречах с инопланетянами. С течением времени, несмотря на стремление правительства к секретности, деклассифицированные документы и спутниковые снимки раскрыли некоторые аспекты деятельности базы, подтвердив ее использование в качестве полигона для испытаний новейших воздушных судов. Но откуда ученые черпают идеи для создания этих самолетов, да и самолеты ли это вообще, пока остается загадкой. Интрига вокруг Зоны 51 и ее секретный статус продолжают подпитывать интерес общественности и медиа. Это место остается ключевым элементом многих теорий заговора и продолжает вдохновлять сценаристов, писателей и режиссеров на создание произведений, где границы реальности размываются. И я думаю, что дыма без огня не бывает. Тем более, вот вам еще один факт. Предсмертное признание Бойда Бушмана стало одной из самых интригующих и загадочных историй в мире исследования НЛО и инопланетной жизни. Кто это вообще такой и почему его слова так важны? Бушман имел за плечами карьеру в Lockheed Martin и, по его словам, работал в Зоне 51. Он заявил, что встречался и вел переговоры с инопланетянами, которые, по его описанию, были невысокого роста, имели 3 позвоночника и способность к телепатическому общению. Он предоставил фотографии, которые якобы доказывали его слова. Почему ученый решил поделиться такой информацией, оставаясь на пороге смерти? Одна из теорий гласит, что в такие моменты люди стремятся оставить после себя настоящую, неприукрашенную историю своей жизни, возможно, испытывая потребность в искренности перед уходом из жизни. С другой стороны, существует и скептическое отношение к такого рода заявлениям. Научное сообщество и критики указывают на отсутствие непосредственных доказательств и возможные ошибки в предоставленных фотографиях, которые могут быть ошибочно истолкованы или сфабрикованы. Тем не менее, предсмертные слова Бушмана оставили значительный отпечаток в общественном сознании. Согласитесь, в совокупности с другими фактами и заявлениями про Зону 51 особых сомнений в ее предназначении не остается. Согласны? А что скажете про ведущие американские новостные издания? Они тоже на первых полосах размещают фарс. Инцидент 14 ноября 2004 года оставил значительный след в исследованиях феномена НЛО. В этот день командир Дэвид Фрейвор и его коллеги столкнулись с необъяснимым объектом во время патрулирования в районе Южной Калифорнии. Этот объект, отмеченный за необычное поведение и высокие летные характеристики, стал известен как Тик-Так из-за его уникальной формы и способности быстро перемещаться между различными высотами от 80 тысяч до 20 тысяч футов. Фрейвор описал объект как белый, овальный, приблизительно 40 футов в длину, который не только следовал за его маневрами, но и исчезал, когда пилот пытался приблизиться к нему. Это наблюдение, продлившееся около 5 минут, было подтверждено и другими членами экипажа. Лейтенант-командер Чад Андервуд, который вылетел на вторую группу истребителей, смог зафиксировать объект на инфракрасную камеру. Видеоматериалы, полученные Андервудом, стали ключевыми в анализе этого случая, так как они позволили специалистам по разведке подробнее изучить характеристики и поведение объекта. Этот случай не только вызвал широкий общественный и научный интерес, но и повлиял на военную политику и исследования в области неопознанных летающих объектов. А вот вам еще один случай, который видели тысячи людей. Инцидент, известный как Вашингтонская карусель, является одним из самых загадочных и значимых в истории изучения НЛО. Начавшись 19 июля 1952 года, это событие привлекло внимание не только специалистов и ученых, но и широкой общественности, ведь объекты появлялись над самым сердцем американской столицы. Радары Вашингтонского аэропорта имени Даллеса засекли группу из 7 НЛО, двигавшихся с невероятной скоростью, превышающей 2000 км в час, что было на порядок выше возможностей тогдашних воздушных судов. Эти данные подтвердились сведениями с радаров военной базы Эндрюс и базы ВВС Боллинг, расположенных поблизости. НЛО не реагировали на запросы диспетчеров, что только усиливало загадку их происхождения. Особенно тревожным стало то, что объекты демонстрировали маневренность, несвойственную обычным летательным аппаратам, иногда достигая скорости до 11 тысяч км в час. Это привело к моментальной мобилизации военных, поскольку первоначально НЛО могли быть приняты
за советские баллистические ракеты. Инцидент достиг апогея, когда НЛО зависли над критически важными объектами в Вашингтоне, включая Капитолий и резиденцию президента. Это вызвало отправку истребителей F-94 Starfire для перехвата, однако НЛО легко уклонялись от встречи с военными самолетами и даже казались следящими за их действиями. На следующий день, 20 июля, местные газеты полными заголовками сообщили о событиях, что вызвало еще больший общественный интерес. Несмотря на то, что в последующие дни НЛО вновь появлялись, военный летчик Уильям Паттерсон сообщил о кратковременном сопровождении объектами своего самолета. Как отреагировало правительство? Просто отмолчалось. И сейчас в США действительно серьезно подошли к вопросу исследования неопознанных летающих объектов. Создана специальная группа, которая состоит из агентов разных ведомств, координирующих ее работу. Это объединение специалистов из Минобороны и других американских ведомств займется не просто наблюдением, но и активной идентификацией объектов, которые появляются в стратегически важных районах, таких как военные базы или территории вокруг них. Особый интерес вызывает район базы Ашиана в штате Вирджиния и Атлантический океан, включая зону Бермудского треугольника, где зафиксирована значительная часть НЛО. Задача группы включает в себя анализ и реакции систем разведки и контроля воздушного пространства на появление НЛО и последующую корректировку рабочих протоколов в зависимости от обнаруженных данных. Это поручение, подтвержденное недавним распоряжением заместителя министра обороны Кэтлин Хиггс и директора национальной разведки США Эврил Хейнс, подчеркивает серьезность, с которой правительство относится к потенциальной угрозе национальной безопасности от НЛО. Пентагон подчеркивает, что любое проникновение летающих объектов в запретные для полетов зоны представляет угрозу как для безопасности полетов, так и для национальной безопасности в целом. Так что я уверен, что скоро всплывет много новых фактов. А что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Вдруг кто-то из вас и сам встречался с чем-то странным и внеземным. Буду рад почитать. И обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Впереди много нового. Спасибо за просмотр.